Еще раз здравствуйте. Тема сегодняшнего семинара – это мое учение о любви. Способ управления основан на том, что вы при элементах познания внешнего окружающего мира используете именно знание о любви. То есть фактически это способ познания мира любовью. Когда вы рассматриваете процесс управления, относящийся к управлению посредством любви, вы прежде всего должны рассмотреть ту ситуацию, что вы рассматриваете процесс как процесс, который очень ясен и понятен, потому что управление любовью – это то, что всегда ясно и всегда понятно. И когда вы рассматриваете именно структуру управления любовью, вы прежде всего рассматриваете статус мира, который, значит, вы видите как статус, который идет к вам, потому что любовь – это то, что приходит к вам. И, например, возьмем простой пример, да, если вы хотите, значит, развить куда-то свое, например, предположим, физическое путешествие, да, и перед вами есть уровень, который вы рассматриваете как уровень, куда вы хотите попасть, да, тогда вы вполне можете рассматривать следующий уровень как уровень, который можно, например, освоить физически, то есть туда можно прийти. Но можно, значит, послать луч любви, и тогда вы увидите на духовной основе все, что там находится, но увидите духом. То есть увидите не так, как, например, вы видите физическим зрением, а увидите духом, где дух видит то же самое. При этом это не будет, например, физический облик, да, или физический какой-то образ, а это будет именно, в общем-то, статус, можно сказать, вашего духовного зрения в том месте. То есть Бог, присутствующий там, Он дает путь вашему духу туда, и вы видите то, что необходимо, например, рассмотреть вам с точки зрения духовного познания. И ваше познание может быть гораздо глубже, да, то есть вам не нужно тогда физически идти в это место, вы уже познали, что там. Но когда вы начинаете познавать, вы видите абсолютно точно, что из себя представляет фактически это место. Причем вы видите это место практически любовью. То есть вот статус видения места любовью говорит о точной конфигурации места. Вот когда вы видите любовью, вы не можете ошибиться в структуре, в общем-то, как бы контура, в структуре места, в том, где это место расположено с точки зрения всего окружающего мира. Потому что любовь – это всегда совершенно точно однозначная координата. И когда вы начинаете проецировать любовь на себя, то вы видите Бога, идущего к вам, или Бога, который, фактически находится в действии в вас. То есть вы можете видеть, что обратное движение, вашей мысли, это есть то, что вы, значит, мышлением призываете Бога. Но в том случае, когда вы мыслите именно любовью, то есть категориями любви, или вы можете так оформить свою мысль, что ваша мысль – это есть фактически действие любви. И вот когда мы переходим к этому уровню, то мы видим, что у каждого человека каждая следующая мысль – это есть мысль, рожденная предшествующей мыслью, но действием любви. То есть если рассмотреть, как, например, растет дерево, да, и каждый элемент практически соприкасается с предшествующей частью, то весь уровень мышления человека, он практически полностью, очень просто рассматривается в этой технологии, где каждая следующая мысль находится в точном месте, в точное время, и действием любви можно определить фактически всю конструкцию мышления от начала самого организации человека, практически от рождения, и все последующее время. Поэтому, когда мы начинаем смотреть на эту конструкцию с точки зрения Бога, причем единого, да, Бога или физического тела единого Бога, то мы видим, что эти структуры мышления – это и есть, по сути, сам человек. То есть мы видим физическое тело человека, действующее в каких-то ситуациях. Как правило, логически понятно, что человек сначала предпринимает какое-то, например, действие, да, или же сначала мыслит, потом предпринимает действие, но, в общем-то, предпринимает, если он
некое автоматизированное действие, то это все равно относится, в общем-то, к структуре практически управления от данного человека. То есть он делает действия на уровне, может быть, уже известных ему внутренних структур. И когда вот действия внутренние, да, действия, идущие от структуры как бы, значит, до мышления, и действия структуры, значит, человека, когда он уже промыслил, когда эти два действия, например, как бы смыкаются в одной точке, то мы видим внутреннюю структуру человека, именно как человек устроен внутренне, но я имею в виду с точки зрения органов, вообще говоря. То есть мы можем таким образом диагностировать человека, то есть посланная любовь на структуру до мышления и структуру перед мышлением, но в действии, это есть внутренние органы человека. Но и в принципе, ведь любовью созданные, да, любовью Бога, внутренние органы, они все время что-то делают. Это есть тоже действие. И когда вы начинаете делать управление, например, от себя в структуру, предположим, вечного развития, да, каждого органа, каждого уровня, значит, предположим, своей личности, то мы получаем, что физическое тело человека – это есть, в общем-то, уровень, естественно, и мышления, и уровень, который существует до мышления. А до мышления – это уровень Бога. Когда мы, например, исходим из этого уровня на предмет того, что вот все, что сделал человек, абсолютно все видно, и, вообще говоря, ни одна мысль, она никуда не исчезает, то это действительно так, потому что мы имеем очень прозрачную картину с точки зрения любви Бога к человеку. Поэтому получается, что человек, он очень открыт для Бога всегда, потому что Бог любит человека. К этому, кстати, я сейчас привел просто даже логически. И когда вы эту структуру начинаете, например, анализировать как структуру управления от вас, да, то есть вы, значит, познаете мир любовью и при этом делаете структуру управления любовью одновременно, да, то есть ведь любовь – это есть более высшее понятие, чем просто управление. Любовь как таковая, которая окружает весь мир, и весь мир построен на любви. Но когда вы начинаете заниматься структурой управления, вы обязательно рассматриваете только очень небольшую часть, которая как бы воспринимается вашим сознанием в данный момент. Но очень простой пример, там бесконечное количество событий мира, построенных на любви, и вы, в общем-то, воспринимаете какую-то локальную структуру и ее применяете, например, для познания и для управления. Но в данном вот именно контексте моего учения о любви вы берете именно ту структуру, которая является самим планом жизни, то есть самим миром. То есть вы познаете самой же собственной структуры истинного уровня реальности. Что, кстати, на самом деле, это по сути, это крайне напряженный уровень познания, потому что вы пользуетесь тем же инструментом, из которого устроен фактически весь мир. Да? И когда вы начинаете пользоваться тем же инструментом, то получается, что ну, картина примерно такая. Вот построен дом. Значит, чтобы познать дом, нужно пользоваться теми же инструментами, из которых дом изготовлен. А как он построен, например, как его устроили там плотники или какие-то специалисты, если вы не специалисты, то ну, можно, например, да, только догадываться. Так вот, вы пользуетесь тем инструментом, который дал Бог, это инструмент, да, это, в общем-то, сама любовь. И когда вы начинаете думать о том, а как же он построил, вообще говоря, эту систему, то вы получаете знания такие же, которые имеет там плотник, там столяр и так далее. То есть вы имеете знания, потому что вы этим вопросом просто задаетесь. И, в общем-то, вы можете, конечно, оценив логический дом, сказать, да, вот здесь плотник там что-то постругал, как-то он там сбил бревна, предположим, если дом деревянный и так далее. И точно так же познание любови – это в первую очередь действие Создателя, то есть первичный замысел Создателя. Когда вы действуете и познаете мир любовью, вы, конечно, в первую очередь познаете, что вам Создатель дал для того, чтобы, значит, вы здесь сделали правильно, то есть вот как бы правильно вошли в этот дом, да, значит, и дальше ситуация, конечно, проще. Как только вы в этот дом входите, ну, зная, что там, значит, вот именно эту дверь плотник создал, чтобы в нее войти, а другая, может быть, она, предположим, ну, как бы для других целей, да, зайти с участка. А вот входная дверь, именно, например, там, с одной стороны, вы входите в эту дверь, и получается, что
внутренний уровень, да, все, что создано для того, чтобы жить внутри этого дома, то есть, ну, весь мир, да, где люди создали мир как бы под себя, в том числе там создав машины, но тем не менее вот этот весь мир, это есть то, что фактически находится внутри, в общем-то, условий жизни. Ведь есть еще внешняя конструкция, а там еще Вселенная и так далее. Поэтому человек в этом плане воспринимает, в общем-то, то, что он хочет воспринимать для того, чтобы жить здесь, да? То есть он хочет воспринимать, что здесь тепло, здесь можно жить в этом доме и так далее. А следовательно, любовь, в первую очередь, это есть истинное желание человека. Он воспринимает то, что он именно хочет. И когда вы начинаете, например, в данной системе развивать мысль о любви как о любви всеобщей, то вы видите, что человек, в первую очередь, он нацелен на то, чтобы всеобщность любви сделать своим частным уровнем. Он, например, хочет, чтобы его личная любовь, вот он там любит конкретного человека, он любит чем-то заниматься, в данном случае я говорю о любви в более широком понятии, о любви как способе действия фактически человека. Но здесь возникает способ действия Бога, они находятся на одном уровне. И когда он делает это самостоятельно и свободно, он понимает, что Бог заложил по уровню любви совершенно прямые каналы передачи знаний, потому что достаточно там, предположим, рассмотреть, да, предмет действия, ну, предположим, там, пусть это даже какая-то работа. Ведь восприятие работы идет по закону от единого Бога через структуру любви. Мир построен на любви. Следовательно, вы воспринимаете в первую очередь, душой в первую очередь, именно по каналу, по пути любви фактически. То есть предмет, некий объект информации, любой, он движется по уровню любви к вам. Это очень четкая совершенно структура в оптике, она проявлена как система синхронных с вашим разумом как бы уровней работы, где внешняя реальность, она практически как бы входит для того, чтобы вы ею занимались. То есть некое предложение Бога. Да? Любой элемент, он построен как предложение Бога. А Бог вас любит, следовательно, это от Его любви созданное предложение. Почему оно именно такое, да, в этот момент? В этот момент существует много разных понятий. Например, человек может долго отсутствовать, да, в каком-то месте, в каком-то уровне, но когда он приезжает сюда, он понимает, что любовь, она же с ним была вообще везде, то есть он находился, в принципе, в неизменном статусе. И поэтому люди друг от друга, они не отдалены, в общем-то, даже где бы они ни находились. Потому что изначальный уровень любви – это то, что близко к Богу. И Он дал всем, следовательно, люди на уровне любви, они все время близки, на уровне понимания мира так. И когда мы говорим, что Он, в общем-то, приехал, Он только навсего показал, в общем-то, уровень, так скажем, физической реальности. Он зафиксировал, в общем, определенное место, что ли, да, которое ему дал Бог в этом месте, но зафиксировал сам. То есть он проявился в качестве как бы того уровня, что он сам двигается навстречу как бы вещам. То есть я когда сказал про духовный уровень познания, вещи или там область какая-то, пространство, да, двигается к нему. А когда человек сам развивается, то он, приезжая куда-то, он сам двигается навстречу, ну, некому пространству, да, где кто-то находится или он просто туда хочет приехать. Так, в принципе, в чем здесь разница, да? То есть, если в первом случае человек посылает духовный импульс и получает его обратно в виде, в общем-то, структуры Бога, по сути, на уровне духа, то во втором случае человек лично принимает решение по управлению, в общем-то, своим физическим телом. Да? То есть получается, что здесь разница заключается в том, что значит, в первом случае именно духовный уровень Бога дает образ для духа человека. И человек воспринимает знание практически через дух Бога. Во втором случае через физически проявленный уровень материального мира как бы человек накапливает, например, там, духовные знания, ну, некие знания, даже логические знания. И получается, что перевод как бы в унифицированный ряд, сделать эти состояния унифицированными, заключается в том, чтобы понять Бога как такового, где Он есть и то, что приходит к Нему, и Он есть то, что исходит
из него, да, то, что он делает сам в том числе. И вот в моем учении любви именно вот этот статус практически соединения, в общем-то, структуры Бога в действии человека, в понимании, значит, человеком структуры Бога, он здесь очень четко проявлен, потому что, ну, как бы, структура действия Бога здесь даже больше проявлена, потому что истинно абсолютная структура Бога должна быть, ну, постоянно познаваема человеком. И когда вы, например, здесь рассматриваете уровень, предположим, собственного развития, предположим, вечное развитие, да, в сторону вечности, то критерий любви, он как раз показывает, как человек может по образу, да, подобию Божьему двигаться практически бесконечное время, если он умеет в себе, ну, значит, сосредоточить и движение внешнего мира к себе, то есть без присутствия, да, в другом месте, но управление, то есть знание об этом мире фактически, и в том числе движение его в сторону этого мира, например, или вообще в другое место, но физическим телом. Тогда возникают законы взаимодействия духовного развития, то есть развития души в плане познания, и законы взаимодействия в этом плане, например, физического тела со своим духом, со своей душой. Потому что у человека есть бесконечное, например, да, количество задач в бесконечном развитии, как выделить сегмент, который нужен именно сейчас и здесь. Здесь ситуация такова, что, значит, выделение этого сегмента – это есть присутствие любви человека как во внешних событиях, идущих от него, там, где он не присутствует, так и в событиях, в которых он участвует, например, сам, физическим телом. Когда он эти два уровня выделяет как, например, один уровень для себя лично, для своего восприятия, да, находит этот фрагмент, ну, предположим, там, в своем сердце, в своем разуме, в своем действии, то он видит Бога единого, проявленного как бы во всеобщей все-таки любви, где его частная любовь, она является всеобщей. Здесь к этой формулировке будьте очень внимательны. То есть его частная любовь, это не значит, что она какая-то локализированная, но как бы логически всеобщая, она реально всеобщая в этой области. То есть я показал, где любовь человека, она также всеобщая, как и любовь, например, там, единого Бога в действии. Я специально добавляю слово «действие». Действие единого Бога – это всегда развитие мира, это созидание. И когда вы, например, рассматриваете этот процесс дальше, то дальше видно, что если мы, например, захотим, ну, предположим, статус всеобщности получить где-то в бесконечном будущем, там проблем нет, просто надо выделить структуру всеобщности своей собственной любви в структуре всеобщей любви Бога. И при этом выделение не должно быть, например, меньше. То есть основной статус выделения – это равнозначность, ведь любовь – это есть та категория, да, та структура, где нет процесса разделения понятий. Значит, любовь Бога и любовь человека – это есть любовь, то есть это есть категория построения мира. И когда вы, например, таким способом, а как я сказал, способ – это только одно очень частное понятие, о чем сейчас я говорю, это очень небольшое и частное понятие с точки зрения как бы истинной структуры всеобщей любви. То есть мы сейчас исследуем все-таки способ частного управления локальной системой. И когда мы, например, этот процесс понимаем, что даже частная задача может быть всеобщей, мы видим, что человек частный, он является всеобщим и, вообще говоря, вечным, стоит только лишь человеку полюбить, да, другого человека так, как Бог любит человека. Вот стоит только так полюбить, другой человек становится вечным, получается. И когда вы уже, например, ну, задумываетесь, а как можно так любить, если у вас, например, частный инструмент, то есть как применить это знание, тот же дом, да, у вас в руках, в принципе, кроме самого дома ничего нет, кроме того, что есть мышление о том, кто построил данный дом. Так вот, элемент мышления – это есть структура вашего собственного развития, где вы частную задачу, там, локальную задачу делаете всеобщей. Логически, конечно, понятно, мы можем мыслью взять и как бы экстраполировать уровень на как бы фактически уровень любви, и при этом говорить, что если, например,
уровень любви – это, в общем-то, например, логический уровень действия, например, задача действовать любовью, но как совместить любовь с логикой? Так вот, ну, предложим взять мышление математика. Вот математик, логически мыслящий, он любит формулу или он вообще к ней как бы абстрактен, да? Предположим, ну, я, предположим, тоже занимался математикой, но формула, она и формула, да? Как бы с точки зрения логического мышления, она для чего-то создана, чтобы получить действие, но формула же, если вникнуть в суть, она исходит от некого действия жизни, в том числе обычной жизни, да, физической, а здесь есть любовь, и она есть проявление этого действия, по большому счету, чтобы понять математику, нужно ну, как бы лучом любви просветить истинную позицию мира, применимости, что ли, системы, даже не самой системы, а применимости системы. Ну, это как бы частный вопрос математика. Если физика, там, биология и так далее, если мы рассматриваем систему применимости к какому-то действию с точки зрения, например, любви, то мы можем сказать, что данное действие – это есть действие, направленное прежде всего на вечное развитие. То есть вот именно элемент, это как звучит несколько совершенно однозначно, что применимость категории любви к действию – это есть действие именно вечного развития. Может быть, данное действие не всегда проявлено, в общем-то, однозначно. Если мы говорим, что ну, там, человек, например, родился, там есть категория любви, но тогда значит, ясно, что человек направлен на вечное развитие. Вопрос только в том, а как эту категорию реализовать. Так вот, применение и реализация – это есть уровень осмысления, который, в общем-то, происходит на, в общем, как бы уровне интеллектуального, как бы, что ли, плана мышления, где, прежде всего, да, если это речь идет об ушедших людях, это воскрешение всех, потому что если где-то есть, например, уровень, ну, как бы прекращения, значит, жизнь, следовательно, мы можем сказать, что общая конструкция, она здесь не реализована. Если мы где-то имеем нереализованную систему конструкции, мы, значит, не можем, как бы, да, с полной уверенностью сказать о, как бы, всем будущем развитии как таковом. Потому что с точки зрения любви все структуры вечны. Значит, для ушедших это воскрешение, по моему именно учению о любви. А с точки зрения, предположим, следующего развития, это то, что человек живущий, он не должен умирать тогда. Как только мы эту структуру начинаем как бы замыкать на уровень, предложим там любое совершенно растение, животных, то мы видим, что на уровне интеллектуальном животное должно тогда приближаться в фазе как бы контакта к человеку, получается. То есть у животного, у растения должны быть такие же как бы интеллектуальные системы взаимодействия, которые им позволят создавать свой как бы, да, ореол обитания, и человек тогда не будет трогать, в общем-то, животное в плане, ну, предложим, там, употребления там, в пищу, да, или, потому что в данном случае, так же, как человек относится к человеку, он не трогает другого человека, дает ему свободно развиваться, также и мир на основе любви, он построен, что, таким образом, что интеллектуальная фаза развития внешнего мира, она существенно увеличивается по скорости. То есть, как только мы вводим управление любовью, то есть способ познания мира любовью, где любовь есть также и управление, мы закладываем фазу развития настолько серьезно, что мы не трогаем сам объект. Мы же дом не разбираем для того, чтобы понять, как он построен. Мы можем только думать в этом направлении, например, ну, предположим, встретиться с самим там, плотником, взять чертежи или там, архитектором и рассмотреть, как он вообще строился. Или вообще тогда взять и прийти к следующему дому, который только начинает строиться, и построить его, да, понять, как он строится. То есть путей созидания без разрушения возникает бесконечное количество. Так вот, это вот фундаментальный закон развития мира любови, что путей созидания именно возникает бесконечное количество. И способов познания этих путей также бесконечное количество, при условии, что каждый путь может быть познан совершенно индивидуально и точно. То есть не обязательно бесконечное время искать где-то, значит, какие-то способы и методы, а достаточно бывает просто по конкретному пути пойти и увидеть
Бога единого, то есть увидеть, как Он дает эти знания. Поэтому, когда вы, например, работаете по структуре управления любовью, то вы видите, что Бог не единый, который дает, в общем-то, бесконечное количество знаний, и при этом, например, ваши личные знания, ну, состыкованные, да, с Его целями и задачами, это часто одна и та же задача Духа – взаимодействие с Богом единым и постижение мира, любовью постижения с точки зрения достижения как бы цели души, в первую очередь. То есть вот, когда мы говорим о моем учении о любви, Дух в первую очередь работает для структуры души, для ее, значит, реализации в определенных как бы процессах мира. И когда мы, например, рассматриваем уровень развития так, что где же тогда, например, ну, как бы взаимодействие, да, с физическим телом, то в данном случае взаимодействие очень просто выявлено там, что физическое тело, как часть души, в данном случае очень четко проявлено по аналогии с тем, что следующая мысль – это есть действие предшествующей мысли, но именно в структуре любви, то душа именно на любви стыкуется со своим физическим телом. Она как бы воспроизводится из души, но по линии любви. И когда вы таким образом понимаете физическое тело, то вы имеете очень простой путь к Богу из своего физического тела. Когда душа находится в гармонии с Богом, когда она, ну, как бы, в общем-то, знает Его задачи, по крайней мере, и выполняет, пусть даже, может быть, не сразу и не быстро, а в меру, да, возможностей, но выполняет, тогда вы увидите истинную гармонию мира, и мир перед вами открывается из физического тела, и физическое тело, в общем-то, начинает, ну, как бы ощущаться как в центре мира. То есть для того, чтобы ходить по земле, для этого не нужно тогда силы тяжести. То есть вы ходите, потому что вы правильно понимаете реальность. Но более того, раз вы здесь ходите, вокруг вас будет кислород, будут деревья и будет среда обитания. И когда вы таким образом понимаете мир, вы понимаете, почему Богу просто создавать реальность. Он понимает следующий контекст мира, потому что Он видит, где есть любовь в этом мире. И когда Он смотрит на, например, формы, да, какие-то, и видит любовь, идущую к Нему, но от определенных форм, там, мира, от определенных конфигураций, предположим, там, молекул каких-то, да, Он видит, что единым уровнем создания с точки зрения, ну, вообще говоря, развития мира в бесконечное будущее является образ человека. И к этому образу и стремится любовь. То есть любовь, по сути, через структуру, например, какого-то микромира, там, макросистем, она стремится к человеку в виде, ну, во-первых, как бы образов, в виде каких-то там задач, да. И когда мы рассматриваем образы как бы первый признак любви мира по отношению к вам, Бога по отношению к вам, или же, предложим, в виде звуков и так далее, то есть вся входящая информация – это и есть любовь, тогда мы видим, что ваша собственная организация вашего тела, эта организация настолько резервна, фактически она как бы обусловлена, что каждый элемент тела с бесконечной скоростью организовывает каждый следующий и соседний элемент. То есть, когда мы вдумываемся в эти понятия, то, найдя механизм, в общем-то, взаимодействия одного элемента с другим, мы можем очень быстро срегенерировать тело, практически мгновенно, если это вам нужно. И когда вы, например, ставите вопрос регенерации, вы видите, что ваши действия приводят к тому, что люди стараются делать примерно как вы, причем сразу. Ведь Бог сделал, ну, создал, да, людей, сделал им мир, и люди сразу стали действовать по аналогии с действиями Бога. Например, если, ну, задаться вопросом, вот откуда человек, предположим, там, первый, да, научился пить, вот откуда он знал, что ему нужно подойти к воде, то есть откуда вообще самые начальные знания появились, действия, то, ну, как бы простой ответ логический, что эти знания находились в прямом контакте с самим человеком, то есть вода и человек были неразрывны, он ее пил, как бы не подходя к воде.
он ел, да, некие фрукты, не подходя к ним. И когда, например, такой статус мира будет понятен, ясно, что человек может существовать сам по себе, предположим, не питаясь. И когда вы уже, например, рассматриваете этот статус мира как статус, ну, например, всеобщего развития, понятно, что если один человек какой-нибудь где-то, да, ну, как бы на периферии, возможно, или даже в центре, где угодно, какой-то там большой, значит, столицы, не знает, пусть он там в большой столице, и очень много людей, которые все это знают, но вот он не знает, например, да, какой-то один, то здесь полного управления по статусу именно вечного развития, когда человек может, предположим, там не есть или там не пить, и при этом находиться именно ну, как бы в нормальном физиологическом состоянии, он не, в общем-то, в полной мере, по крайней мере, не происходит, потому что Бог дал всем единую любовь. Он дал всем, все должны познать эту структуру мира. И учитывая, что от Бога импульс ко всем равен, ясно, что, значит, если человек один сумел познать, другой, в общем-то, должен обязательно познать, суметь, значит. Ну, может быть, позже, через какое-то время. Поэтому в моем учении о любви как необходимое, в общем-то, требование звучит освоение именно структуры все-таки вечного развития каждым конкретным человеком. А учитывая, что здесь ну, много разных людей, и многим может быть совершенно, ну, там, скажем так, на какое-то время, может быть, без разницы, да, нужно ли осваивать технологии или не нужно, у людей много других проблем, то вот здесь вот действием именно, по моему учению, ну, как бы предоставление информации является любовь к данному человеку, который, может быть, пока не знает. То есть специальная технология проявления любви к данному человеку. В чем она может выражаться? Технология может быть логической, то есть логической, в общем-то, например, вы спасаете от макрокатастрофы или даже от локальной катастрофы, да, какой-то там сегмент, регион, но по сути это все равно такое же проявление любви к конкретному человеку, от которого, в принципе, вы можете даже не знать. Но ваши действия, они приводят к тому, что вы проявили, вы действием показали, ну, практическим, да, трудом, скажем, как и Бог, создав мир, проявил любовь в плане обеспечения жизни человека, но при этом он дал возможность человеку развиваться самостоятельно. То есть спасли, то есть вы, значит, научили самостоятельно дальше это делать человек. И когда вы такое, то есть истинную заботу показываете путем предоставления знаний, то получается, что человек находится в любви, в общем-то, всегда, когда вы действуете по любви. И в момент проявления, то есть действия, и в момент, когда вы предоставляете ему, например, обучение этому процессу. И когда, например, вы рассматриваете ситуацию как ситуацию, ну, в общем-то, глобальную с точки зрения, например, ваших действий, да, для человечества, то здесь возникает очень простой, в общем-то, нюанс, что ли, вот в плане восприятия, связанный с тем, что вы, ну, как личность, да, единая личность, там, где ваши задачи, это задачи, в общем-то, ну, в том числе и всего мира, но тем не менее вы действуете самостоятельно, сделали управление там, через макроспасение, спасли людей, то есть ну, проявили действие любви, при этом лично можете любить ну, там, конкретного человека, это уже никак в принципе не связано, то получается, что во всех действиях присутствует именно физическое тело единого Бога, которое находится вообще-то в тех же условиях. Ведь физическое тело единого Бога – это, в общем-то, просто тело человека, и по любви мы совершенно просто понимаем его, то есть там абсолютно те же самые задачи, те же самые проблемы. Ну, может быть, он там делает каких-то больше там, мероприятий, как человек, да, и показывает, что можно спастись. Но тогда получается, что в любви, в уровне как бы равенства, кроме уровня любви к конкретному человеку, значит, имеется уровень равенства по действию, то есть по конечному даже действию. То есть, получается, вы можете достичь вечной жизни, вы можете достичь как бы неуничтожимости физического тела, но при этом, когда вы, например, действуете как бы уровень, собственно говоря, так, вашего собственного развития по личностному плану, там, например, любовь к конкретному другому человеку, тогда вы, в общем, здесь действуете именно как действует
единый Бог в плане духовного своего развития, где любовь к конкретному человеку у него не отождествлена любовью, в общем-то, ко всем. Ко всем у него своя любовь, она всеобщая, это именно градация всеобщности. А любовь к конкретному человеку – это любовь к конкретному человеку. Более того, Бог может выделять и конкретную там какую-то молекулу и проявлять любовь такую же, ну как бы по силе, да, духовной силе, по отношению к этому уровню там конкретной молекулы или там атом, предложим, какой-то. Здесь получается, что для того, чтобы, как по аналогии с человеком, человеку понять, вот именно по аналогии с человеком, как другой человек смотрит на эти действия Бога, мы видим, что выделение любви к конкретному человеку – это есть признак всеобщности в частном действии. То есть человек может иметь, например, свою конкретную любовь, но может быть к произведению искусства, да, может быть там к книге индивидуальной его. Но вот и выделение индивидуальных линий во всеобщем плане – это есть то, что он для себя выделяет как бы свою линию построения любви. То есть он фактически в событийном плане там строит любовь и передает любовь, да, к данному уровню, там, приложим там, к книге или, например, в общем-то, к любому объекту информации. Получается, что выделение личностного плана – это есть, ну, как бы некий уровень воспитания человека. То есть он больше как бы самовоспитывается. И поэтому здесь постарайтесь сделать следующее управление. Значит, возьмите элемент, ну, как бы самовоспитания, да, саморазвития, направьте на уровень, в общем-то, вашего следующего действия и получите результат от саморазвития. То есть в структуре собственного воспитания, движение по структуре любви, получите структуру саморазвития. Ну, технологически это выглядит так, что вы имеете, например, структуру собственного развития, предположим, вот я говорю, вы сразу делаете, да, как некую фиксированную структуру, при этом вы можете вполне, предположим, эту структуру сделать, ну, очень бесконечно развитой, и вы получаете результат от собственного развития, как бы не делая даже дальше. А можно сделать так, что вы строите элемент самонастройки, что ли, где-то даже воспитания по признакам любви, индивидуальным признакам любви. То есть вы выявляете любовь в объектах информации, к которым вы проявляете любовь. И перед вами возникают, ну, некие такие светящиеся линии, которые являются, ну, своеобразным, в общем-то, как бы камертоном от внешнего мира, и как бы вот, так скажем, комментарии, которые вы принимаете от внешнего мира, от как бы призмы, да, вот этой вот канонически настроенной системы, это есть то, что вы уже управляете реальностью. То есть вот любая информация от внешнего мира становится управлением, вашим управлением. Стоит только настроиться на признаки, индивидуальные признаки элементов информации, к которым вы проявляете любовь. И получается, что также и Бог, Он, полюбив каждый элемент в отдельности, для Него все остальное управляемо. Аналогия очень проста. И когда вы, например, делаете такое управление, то здесь получается, что в момент действия вот этого понятия самовоспитания, это как бы структура, что ли, внутренней дисциплины, потому что любовь дисциплинирует. Человек стремится все время реализовать структуру любви как для себя, так и для внешнего практически, да, окружающего мира. И получается, что он имеет меру ответственности за свои действия, где критерием является достижимость, ну, что ли, своей собственной любви в плане как бы объекта любви, да. Значит, если он достигает, значит, он действует правильно. Если, предположим, он не достигая, следовательно, у него эта задача всегда существует. Вот задача достижения действия любви существует перед человеком всегда, она не уходит. И в связи с этим получается, что выделенный как бы в информации объект или какой-то уровень, к которому человек испытывает любовь, это есть то, что существует с ним всегда.
а это и есть Бог, это и есть его проявление во внутреннем мире человека, в уровне чувств, в уровне действий, да, именно в уровне, где душа действует. Вот. Когда вы приходите уже к этому уровню, где есть действие души, то вы понимаете, что душа может действовать только по критериям любви. Именно действовать по фактору всеобщности. Если вы, например, можете решать какие-то вопросы как бы чисто технически, не вкладывая структуру действия, да, по любви, то это за вас, получается, делает Бог. Значит, и когда вы действуете самостоятельно, но Бог же ведь уже построил, да, реальность, то истинное всеобщее действие, именно действие совершенно как бы всеобщее не только для вас, но и для Бога. То есть Бог видит, что вы действуете всеобщим каким-то планом, да, своим личным планом. Это есть действие души именно по структуре любви. То есть души, действующие по любви. Ваша душа любит. И когда вы это понимаете, то любые внешние события, в принципе, может быть, там сложные, да, какие-то тривиальные или там какие-то, может быть, напряженные, они переходят на план абсолютной управляемости. Они становятся уровнем управления всего лишь навсего. Ну, как в математической задаче. Это любая другая среда становится управляемой, потому что, ну, скажем так, есть любовь в вашем сердце, именно такая, что вы любите душой. Душа ваша любит. Вот переход к тому, что душа любит, это есть уровень осознания больше духом, потому что не для всех людей это есть одно чувство. Люди здесь вот совершенно индивидуально разные, поэтому имеют разный облик. Действие духа и души – это есть действие, по которому человек стремится к Богу. Облик человека – это есть уровень его стремления. И когда вы, например, в структуре, ну, скажем так, того, что весь мир – это есть любовь, вы находите свой собственный путь, ваш физический облик – это есть ваш собственный путь в том числе. И поэтому, получается, раз Бог любит ваш физический облик, то получается, ну, понятно, что вас могут полюбить, значит, да, другие, вы можете полюбить, в общем, кого захотите. А другой вопрос, почему вы в таком бесконечном уровне информации выбираете именно какие-то отдельные, скажем, да, именно ситуации, где вы любите конкретно кого-то. Иногда это, ну, какой там объект любви, типа вот книги или там сюжета книги, и получается, что вы, например, даже путешествуя, вот любите некую даль, там просто вот душа, любящая путешествовать, да, тоже любовь. Здесь получается, что вы находитесь в структуре, что именно ваше физическое тело, вы как личность воспроизводите именно эти уникальные ситуации. То есть в данном случае вы действуете именно как создатель. Причем аналогия происходит с действием физического тела единого Бога в плане действия. Потому что для физического тела единого Бога есть один параметр, что вы им еще и организованы. А он, значит, действует изначально, а вы в результате его первичного действия, когда он вас организовал. Но тем не менее, по сути действия вы действуете одинаково, по сути. Следовательно, вы можете достигать одинаковых результатов, ну, например, там, по вечному развитию, по достижению, например, предположим, какого-то результата. И обратите внимание, что, например, стратегически отдаленные результаты, да, идущие от Бога фактически, ведь чем дальше созидательный результат, который нужен вам, ну, как бы он в очень большом удалении, там, во времени, например, да, тем четче становится присутствие как бы первичной картины мира, по сути, до организации всего мира. Ведь мир, он организовывается следующим образом, что есть количество событий, ну, как бы, которые известны человеку, например, да, в текущее время, есть прошлое, например, там, текущее время очень информативно, оно как бы, в общем-то, часто плотно связано с прошлыми событиями, а вот отдаленное будущее, оно как бы часто существует как бы в очень тонкой связи, да, с текущим временем и даже с прошлым. И получается, отдаленное будущее – это
для структуры познания любовью это есть уровень статичный. Он такой же, как сейчас и как в прошлом. То есть для любви там, вообще говоря, не существует разницы. И поэтому познание любовью это есть уровень, где любовь раскрывает мир, будущий мир. Ну, логически так и есть. Любовью человек раскрывает, да, какие-то события или там свои будущие какие-то структуры развития. А здесь это видно даже на оптическом уровне познания, потому что Бог в будущем дает начальный уровень для развития мира. Вот Бог всегда дает как бы равные шансы для следующего развития по критерию отдаленности развития. И получается, что человек, исходя из этого, он, получается, может не стареть, кстати. Как только он эту технологию понимает, он как бы выносит просто свою структуру души, линию души, как бы свет души постоянно переносит в тот уровень, где Бог, ну, фактически изначально создает будущий мир, и тогда он может омолаживаться. Это достаточно, кстати, сильный критерий по омоложению. И, в принципе, если, например, вы начинаете, скажем, задаваться вопросом, предположим, ну, там, по клинической картине, возможно, кому-то надо омолодиться. Не обязательно омоложение просто как бы эстетический момент может выступать. Хотя бывает так, что эстетически, наоборот, в старости люди там считают, что они выглядят как бы более почетно, и часто у меня были, например, из академической среды люди, которые говорят, нет, еще им рановато омолаживаться, хотя им уже больше 70, потому что их облик устраивает. Эстетически он им больше даже нравится. Но тем не менее, в какой-то момент они обещали, что через 10-15 лет они все-таки начнут программу омоложения, то здесь получается, что больше даже критериальным уровнем является не понятие там, эстетики, потому что старость, она тоже как бы имеет, получается, определенный эстетический уровень, а именно понятие соответствия физическому телу единого Бога, изначально создающего там реальность. Получается, что физическое тело единого Бога постоянно должно, предположим, омолаживаться, да, или там, достигая старости, омолаживаться, или находиться в каком-то более-менее таком среднем, что ли, состоянии, но ведь он, развиваясь как человек, должен все равно идти общий уровень развития, как у человека, все равно. Следовательно, он должен, да, получается, достигать каких-то там лет, по крайней мере, соотносимо с человеком, и уровень омолаживания у него не должен быть как бы в большом диссонансе с тем, что другие, например, не омолаживаются. Да? Следовательно, элемент омоложения, элемент как бы правильного понимания физического, что ли, уровня мира в будущем, это все равно элемент всеобщий. То есть элемент, когда нация состоит, или там народность, или вообще население Земли, примерно из как бы одного, да, возраста, при условии, что другие еще подрастают, которые не достигли там какого-то среднего возраста, это есть, по сути, будущее развитие цивилизации. И когда это уже носит законодательно как бы уровень, на уровне социологических систем развития, тогда люди уже как бы спокойно омолаживаются системно, да. И более того, на определенном уровне, вот так называемый ген старения, он перестает функционировать, потому что коллективное сознание уже его не допускает. И, в принципе, есть же такой термин, что там, от любви там, человек просто помолодел. Такой термин существует, в общем-то, в определенном уровне сознания, и поэтому, если рассматривать следующую систему развития как систему, относящуюся, в общем-то, прежде всего к механизму действия, то для вечного развития получается, что элемент, в общем-то, омоложения, элемент имения, в общем-то, ресурсов, сил там, и как бы уровней бесконечного развития от того, что вы правильно понимаете создание мира в будущем, ведь любовь – это часто конструкция, в том числе и будущего, при этом она может быть конструкция и всеобщая, да, одновременно прошлое, то в моем именно учении о любви, где способ познания – это есть любовь, вы видите, что в любви есть такое понятие, как просто вечная молодость. И это понятие там фиксировано как раз таки. И я как раз к этому привел в общем-то, социологическом, в том числе, факторе управления. Поэтому в качестве самостоятельного управления сделайте управление, когда вы это фиксируете за счет как бы коллективного управления,
и направьте из этой как бы структуры вечного мира, вечной молодости, вот этот золотой, да, свет, свет вечной любви на себя. Именно свет вечной любви. И вы посмотрите, что ваши дела тогда смогут уладиться крайне быстро, и причем так, как будто бы не было на них влияния. Ибо любовь — это есть естественность мира. То есть мир будет таким, как будто бы не было никакого влияния, он такой и есть. Нормально, что у вас хорошие дела, у вас нормальное здоровье, ну и так далее. Да, все задачи решены. Значит, на этом я заканчиваю сегодняшний семинар. Спасибо большое за внимание.